Фанаты волейбола, всем привет! Сегодня поговорим о матчах 18-го тура мужской Пари Суперлиги. Узнаем, смог ли уфимский Урал навязать борьбу Кузбассу, а также разберем центральный матч тура в Казани. Все прямые трансляции и записи матчей вы можете смотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации волейбола, ссылка в описании. Ну а я, как обычно, попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, а также в телегу заглянуть. Ведь у вас есть возможность, ничем не рискуя, заработать 500 рублей, просто оставив прогноз на следующий тур. Не смею вас больше отвлекать, приятного аппетита и приятного просмотра! Начнем обзор с матча в Красноярске, где Енисей принимал Нижегородский АСК. Серьезную борьбу гости смогли навязать только в первом сете. Подопечные Андрея Дранишникова даже лидировали ближе к концовке партии, но два эйса диагонального красноярцев Романа Мурашко позволили хозяевам вернуться в игру и в равной концовке забрать сет себе 25-23. В оставшихся двух партиях Енисей доминировал, особенно хорош был тот же Мурашко, ставший в итоге самым результативным игроком матча с 17 очками. 25-14, 25-20 и 3-0. Протокол матча и мой прогноз из телеграм-канала по традиции на ваших экранах. Продолжим противостоянием в Беларуси. Солигорский Шахтер принимал московское Динамо. Хозяева уже заявили о себе в этом чемпионате, и было очевидно, что подопечным Константина Брянского будет непросто. Однако волейболисты Динамо были очень хорошо подготовлены к этой встрече, понимая сильные и слабые стороны соперника. Первые два сета прошли в очень равной борьбе, но завершились в пользу москвичей 24-26, 22-25. Третий же игровой отрезок прошел под более уверенным контролем гостей 19-25 и 3-0. Гостевая победа Динамо над очень неудобным соперником. Самым результативным игроком матча стал Антон Семышев, набравший 15 очков. Отправляемся в Нижневартовск на матч Югры Самотлор и Белогорья. Львы не самым уверенным образом начали матч. Однако команды пришли к равной концовке. Правда, все мы знаем, как Белогорье не любит напряженный счет. Неуверенность львов в очередной раз сказалась, и хозяева, ведомые Михаилом Никелем, завершили сет в свою пользу 25-21. На площадке у Белогорья появился капитан Павел Тетюхин и очень классно добавил эмоций своей команде, которая поняла, что до нервной игры доводить не нужно, и в каждом из следующих сетов подопечные Александра Волкова зарабатывали приличный отрыв уже к середине игрового отрезка, уверенно доводя его до победы. 17-25, 13-25, 21-25, 1-3 гостевая победа Белогорья. Самым результативным игроком матча стал диагональный югорцев Михаил Никель с 20 очками в активе. Перемещаемся в Сургут, где нас ждала встреча Газпром Югры и Факела. В первых двух сетах подопечные Романа Имполова смотрелись очень убедительно и без особых проблем забрали их себе 20-25, 18-25. В третьем же игровом отрезке равная борьба завязалась с самого начала и продолжилась до счета 20-20. Безупречный до этого диагональный Факела Корней Энс заступает за трехметровую линию, Капранова прикрывают блоком. А при счете 23-21 на подачу выходит связующий сургутян Вадим Жиганов и решает исход сета двумя эйсами – силовым и укороченным 25-21. Равная борьба в четвертой партии привела нас уже на баланс, где на авансцену вышел именинник, олимпийский чемпион связующий Сергей Гранкин. Сначала он вывел своего диагонального на чистую сетку, а затем на матчболе оформил эйс. 27-29, 1-3 – очень важная победа Факела. Самыми результативными игроками матча стали диагональные команды – Корней Энс и Раджаб Шахбанмирзаев, набравшие по 22 очка. Протокол матча и мой прогноз из телеграм-канала, как обычно, на экранах ваших устройств. Добираемся до Питера. «Зенит» встречался с Новокуйбышевской Новой. Первые два игровые отрезка проходили по схожему сценарию. Подопечные Виктора Сидельникова проваливали начало, а затем весь оставшийся сет выжимали из себя все соки, чтобы догнать соперника. На радость питерским трибунам оба раза это сделать удалось – 25-23, 25-20. В третьей партии вопросов о победителе матча уже не возникало. 25-15, 3-0, немножко валидольная, но уверенная победа «Зенита». Самым результативным игроком матча стал Иван Яковлев, набравший 15 очков. Ну а мы в Оренбурге, на матче «Нефтяника» и «Динамо» из Ленинградской области. Проблемы с основоборцев были выявлены еще в прошлом туре сургутской командой.
Из-за травм обоих легионеров Александр Климкин не имеет никакой ротации на позиции доигровщика, а Шенкель и Бирюков заметно устали. Отсюда результат. Да и к тому же хозяева провели очень классный матч, минимизировав количество собственных ошибок. 25-16, 17-25, 25-20, 25-17. 3-1 неожиданная домашняя победа нефтяника. Самым результативным игроком матча стал диагональный с основоборцев Назар Литвиненко, на его счету 20 очков. Прибываем в Уфу, где Урал принимал кемеровский Кузбасс. В первом сете Урал смотрелся убедительней гостей. Хозяева были результативны в атаке и на блоке. Но Кузбасс все же периодически ловил Уроша Ковачевича на сетке. Правда, на счете это не сказалось. После удачной атаки Милада и Бадипура на табло уже плюс 7 для уфимцев. Сет же завершил Роман Паталюк 25-19. Во второй партии тон на площадке уже задавали кемеровчане. Под блоком оказались Роман Паталюк и Милад и Бадипур, а Душан Петкович выстрелил из второй зоны. Но главной ударной силой Кузбасса в этом матче был Роман Пакшин. В концовке он атаковал с 4 по 4, после подключился с задней линии, а затем мощной атакой завершил сет 23-25. В третьей партии преимущество за гостями, но Егор Феоктистов сыграл блокаут, а Роман Пакшин не попал в площадку и счет снова равный. Уфимцы еще не раз сравнивали цифры на табло, но при этом также часто ошибались при вводе мяча в игру, чем и пользовались кемеровчане. А после счета 20-21 команда Алексея Бабешина и вовсе забила 4 мяча к ряду 20-25. В четвертом сете на подачах Романа Пакшина кемеровчане вышли вперед. Урош Ковачевич проломил блок гостей, затем забил переходящий мяч. Однако сербский доигровщик ошибся на подаче, а вышедший Славик Костадинов оформил эйс. В диагонали у гостей давал результат Роман Паталюк, но хозяева тут же ошибались на подаче. Автором же финального мяча вновь стал Роман Пакшин 23-25. 1-3 гостевая победа кемеровской команды. Такой матча и мой прогноз, как обычно, на ваших экранах. Завершаем обзор противостоянием лидеров турнирной таблицы. «Зенит Казань» принимал новосибирский «Локомотив». Главный тренер «Зенита» Алексей Вербов выпустил на площадку привычное сочетание игроков. А вот у «Локомотива» в старте неожиданно появился болгарский доигровщик Денис Корягин, который недавно пополнил состав команды. В дебюте встречи Сэм Деру дважды закрыл блоком атаки диагонального лока Ильи Казаченкова, а затем выиграл брейковый мяч в атаке. Это позволило «Зениту» повести 7-3, а Пламена Константинова заставило взять тайм-аут. После очередной успешной атаки Деру отрыв Казани возрос до плюс 6. Гости сократили отставание на подачах Дмитрия Лызика. В атаке разошелся Казаченков, а Илья Федоров и Максим Михайлов не разобрались с простым мячом в защите. Несмотря на огромное количество ошибок на подаче, а их было 12, новосибирцы цеплялись за счет до самой концовки. Точку в партии поставил Деру, ставший героем этого сета 25-23. Зенитовцы отдали сопернику дебют второго сета. Но затем на подачу вышел Деру и все исправил. Он сделал эйс подачи в Корягина и несколько раз выбил болгарина из приема, вынуждая его атаковать на тройном блоке, который был непробиваемый. Казанцы держали съем, а вместе с этим и преимущество. В концовке на замену успешно вышел Андрей Сурмачевский, выбил из приема либера Сергея Мелкозерова, а Майка Кристенсен в составе тройного блока закрыл аварийную атаку Мартина Атанасова. Вместо Корягина у Лока вышел опытнейший Сергей Савин. В отличие от доигровщиков, центральные гостей в этой партии были неудержимы, поэтому Константин Абаев при любом удобном случае пасовал им. А вот Артем Вольвич не попал в площадку, после чего счет сравнялся. В концовке себя ярко проявил Михайлов, который выиграл 2 мяча своими фирменными скидками 25-23. В середине третьего игрового отрезка Дмитрий Волков ударил в аут и тут же ошибся в приеме после подачи Лызика. Реакция Вербова была незамедлительной, на площадке появился Михаил Лабинский. Но тут же в площадку не попал и Деру. Положение «Зенита» могло стать катастрофическим, но Кристенсен каким-то чудом достал мяч в защите, который перелетел на ту сторону и превратился в набранное очко. Почти всю партию казанцы догоняли соперника и завершили погоню после эйса Лабинского.
А затем эйсом отметился Вольвич, с подачей которого не справился Корягин. Команды отправились выяснять отношения на балансе. Лызик отыграл матчбол и отправился на подачу. Дмитрий сначала заработал переходящий мяч для Атанасова, а затем уложил мяч точно в угол площадки 29-27 в пользу Локомотива. В четвертом сете две атаки подряд в аут болгарских легионеров Лока, Атанасова и Корягина позволили «Зениту» к середине партии добыть комфортное преимущество. Оно увеличилось после филигранной скидки Волкова и очередного удара в аут от гостей, на этот раз в исполнении Казаченкова. В этот момент казалось, что судьба матча решена, но Сибиряков двумя подряд эйсами вернул в игру Лызик. А затем Корягин и Куркаев дважды подряд накрыли блоком Михайлова, сравняв счет на табло. В равной концовке команды обменивались съемами. На балансе новосибирцы имели все шансы перевести матч на тайбрейк. Но не сработало то, что работает уже долгие годы. Сначала Дмитрий Лызик не реализовал атаку на одном блоке, а через пару розыгрышей при идеальной доводке он вновь не смог переиграть блокирующего казанцев. Судьбу матча в доигровке точным ударом решил Дыру. 28-26, 3-1, казанцы поднимаются на вершину турнирной таблицы. Самым результативным игроком матча стал Сэм Дыру, набравший 20 очков. Протокол матча и мой прогноз из телеграм-канала на ваших экранах. Так как отдельный обзор на этот матч я делать не стал, считаю необходимым пару слов добавить о центральном противостоянии этого тура. Команды показали не самый чистый волейбол. Больше всего в этом преуспел Локомотив. 12 и 10 ошибок на подаче в первых двух сетах соответственно. При этом судьба партии решалась на балансе, что говорит о не самых лучших кондициях казанской команды. Ведь когда у новосибирцев изредка получалось вводить мяч в игру, на съеме у «Зенита» возникали проблемы. Стоит отметить Михаила Лабинского, который в важнейший момент для команды вышел на площадку и забил несколько мячей. Новичок Локомотива Денис Корягин на первый взгляд провел неплохой матч, набрав 16 очков. Но 15 собственных ошибок, 6 из которых на подаче и 5 в приеме, заметно портят общую картину. Как выяснилось, Денис последний месяц не тренировался и находится совсем не в лучших игровых кондициях. Посмотрим, что из этого трансфера выйдет на дистанции. Мне кажется, болгарский легионер еще поможет команде. Ну а пока «Зенит» заслуженно побеждает. Браво подопечный Алексея Вербова. Вот таким интереснейшим получился 18-й тур Пари Суперлиги. Лидер турнирной таблицы сменился. А расписание матчей 19-го тура на ваших экранах. В конкурсе прогнозов в моем телеграм-канале победило аж 4 человека, которые угадали 7 победителей и 5 точных счетов. Я посчитал правильным разделить приз между ними. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и участвуйте в этой уникальной активности. Я же для вас стараюсь. Ну и подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите, чего не хватило новосибирской команде. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Ну а с вами был фанат волейбола. До скорой встречи!